всем! Сегодня у меня американский военно-транспортный самолет времен Второй мировой войны SkyTrain, он же Douglas DC-3, он же советский Ли-2. Вот, уникальная машина, которая прослужила много лет и, по-моему, летает даже до сих пор в Африке. Вот, то есть это самолет, который тоже легендарный, эксплуатировался везде и всюду. От компании Италии достаточно большая коробка, сантиметров 35, наверное, в длину. Торец только декаль. Здесь смотрим, здесь варианты британский и американский. Вот время Второй мировой войны. Самолет уникален тем, что имеет огромный грузопассажирский отсек. Вот, уникально было решено система загрузки через боковые погрузочные люки. И очень большой, фактически круглый мидель фюзеляжа. То есть то, что позволяло перевозить разные форматы груза, десант, технику. То есть это была одна из основных рабочих лошадок в транспортной авиации Второй мировой войны. То есть союзники эксплуатировали эти самолеты тысячами, хотя они могли использоваться и как бомбардировщики в качестве, в Советском Союзе их использовали Ли-2, в качестве ночных бомбардировщиков переделывали. Открываем коробочку и смотрим. По своим характеристикам данный самолет очень похож на Юнкерс 52, потому что и длина очень похожа, у этого 19 метров, у Юнкерса там 18 и чуть-чуть, почти 19. Размах крыла тоже 29 метров у Юнкерса, 29 метров и 10 там, или 15 сантиметров у Дугласа. Так что эти машины, но у этого самолета более мощные двигатели, больший радиус действия и больший диаметр миделя, что сделало его более эффективным в плане транспортной авиации. В коробке инструкция, версия для нанесения камуфляжа, то есть раскраски, две версии раскраски самолета и декаль. Это отдельно купленная маска, я сейчас ее покажу. И смотрим по отдельности. Остекление кабины и детали самой модели. Поехали. Так, детали самого самолета. То есть деталь крупноформатная, очень качественно отлиты элементы обшивки. Самолет цельнометаллический, полотняная обшивка была только на рулях направления и оперения, и все. То есть это для Второй мировой войны был большой плюс, потому что самолет был прочный, ремонтопригодный и в качестве транспорта использовался как основной самолет транспортной авиации. Элементы двигателя хорошо отформованы, винт трехлопастной тоже детализовано качественно, очень качественно, хорошо сделано. Самоориентирующее заднее колесо, пилоты, мотогондолы, багажный люк, внутренние перегородки, переборки. Внутри, скажем так, не очень детализовано. Никаких дополнительных элементов обшивки или еще чего-то там не вижу я. Грузовая палуба тоже практически сделано не самым сложным путем. Вот стойки шасси сделаны отлично. Очень детально, очень четко. Я думаю, это выхлопная система двигателей. Пилоты. Антенны внешние. В принципе, тут все очень даже достойно. Штурвалы, кресла пилотов.
Вот, наверное, хвостовой обтекатель, да? Маленький кусочек такой, фрагмент. Вот это. Скорее всего, да. Но сделано очень достойно. Теперь крылья. Крылья. Крылья, многоложерная схема у этого самолета, цельнометаллические, дюралевые, лонжероны отформованы очень здорово, все видно. Элементы силового набора четко проштампованы, очень хорошее достойное крыло. Элементы центроплана и мотогондол тоже очень детализованы, качественно. Шасси сделано красиво. Заклепочки видны, силовые эти. Нет, конечно, на нем протектора, но это можно нанести, если будет желание. Элемент кабины тоже детально проработан. Оперение. Замечательно. Модель на самом деле несложная. То есть даже для начинающих моделистов. Но собранная и аккуратно покрашенная, я думаю, будет очень эффектно выглядеть. Сам самолет очень такой красивый. Красивый самолет. Элементы остекления. Иллюминаторы. Посадочные фары. И лобовое стекло фонаря. Надо же, тут даже есть эти щетки дворников. Приводы дворников отформованы. Не знаю, видно или нет, но они здесь видны. Вот один и вот второй. Надо же. Класс. Здорово. Здорово, Италия. Инструкция для T-47. Выполнил тоже как лента. Деталировка. Сборка фюзеляжа и внутреннего интерьера. Двигатели мотогондолы. Кстати, детально проработаны. Можно даже поэкспериментировать, сделать там открытые, закрытые. Разные варианты. Камуфлирование самолета. И вот цветная. Есть цветной вкладыш. Есть цветной вкладыш, где четко показана американская версия. 44 год, июнь. И британская версия. Тоже 44 год. Я думаю, что это момент высадки в Нормандии. Декаль для данного самолета, для SkyTrain Douglas DC-3 или C-47. Опознавательные знаки американских ВВС и британских. Сделано очень достойно. Мелкие надписи. Очень качественно сделаны, проработаны. Шрифт читается. Технологические надписи. Все видно. И даже внутренние обозначения технологические все есть. То есть для американской версии очень подробно все проработано. Браво, Италия. Браво, Италия. Отлично. Мне нравится. И еще отдельно я докупил для данной модели маски. Для того, чтобы можно было покрасить. Вот это не очень дорого. Мне досталось, поэтому рекомендую. Очень облегчает жизнь. Спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения и удачи. Всем моделистам в увлекательном и интересном деле.